Крис Хэтфилд. Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите. Книга написана канадским летчиком-испытателем, астронавтом канадского космического агентства Крисом Хэтфилдом. К слову, Крис Хэтфилд является первым канадцем, совершившим выход в открытый космос, и единственным гражданином Канады, побывавшим на станции Мир. Он совершил 3 космических полета продолжительностью 8, 11 и 145 суток. А также он совершил 2 выхода в открытый космос, проведя в нем в общей сложности 14 часов 50 минут. Крис показал нам космос таким, каким мы его не знаем. Но сам полет, старт ракеты, стыковка с МКС и возвращение на Землю – это лишь вершина айсберга. Куда гораздо более невидимая часть айсберга скрыта от глаз обывателей. А это многолетняя подготовка к полету и невероятно серьезная реабилитация после него. Хэтфилду удалось не только расширить границы знаний читателя, делясь космическими терминами, технологиями, но и заставить понять, что чувствует на всех этапах развития астронавт, отдавший десятилетия своей жизни космосу. В 2009 году в канадском космическом агентстве Хэтфилд прошел отбор из 5351 кандидата. Из этого числа астронавтами стали всего 2. Степень кандидата наук – это начальное требование. Кроме всего, Хэтфилд прошел сотни письменных тестов, психологических испытаний, собеседований и, конечно, обследований здоровья. И это все для того, чтобы попасть в космос на МКС. Размеры МКС, к слову, сопоставимы с футбольным полем. Весит МКС 400 тонн и увешана солнечными батареями площадью 8 баскетбольных площадок. Можно целый день перемещаться по станции отдельным модулем, но так и не встретить никого из членов экипажа. Если вы считаете, что космос – это идеальное место для уединения от скопления людей и шума, это только отчасти так, потому что в космосе законы физики не работают и не позволяют полностью насладиться космонавтом невесомостью и тишиной. А все потому, что тепло в космосе невесомости не поднимается вверх. Воздух по МКС сам по себе не циркулирует и не перемешивается. То есть для жизнеобеспечения на МКС постоянно гудят, жужжат насосы и вентиляторы, создавая непрерывный шум и гул. Этот гул время от времени прерывается громким хлопком из-за попадания маленьких метеоритов по корпус станции. Удивительно, но в космосе, на МКС, в месте, где ведущие страны мира собрали все самые современные, самые передовые технологии, нет одной элементарной вещи – это холодильник. Почему это так, это остается загадкой. А также такие элементарные процедуры, как почистить зубы или принять душ, на Земле и в космосе выглядят совершенно по-разному. Принять душ на МКС тоже нельзя. Космонавты обтираются влажными салфетками, тканью, импровизированными полотенцами, а зубную пасту после чистки зубов космонавтам и вовсе приходится глотать. Так себе, надо сказать, затея. Книга Хэтфилда интересна еще и тем, что в ней можно посмотреть, как американцы со стороны видят Россию, как они относятся к русским космонавтам. Нужно отметить, что космос все-таки объединяет страны. В 1991 году, когда Советский Союз распался, финансирование космических программ Советского Союза было под большой угрозой. И тогда США делало все возможное, чтобы сохранить регулярные полеты на станцию Мир.
обеспечивая финансирование этих полетов. Взамен, конечно, русские обменивались опытом с американцами, канадцами. Тем самым партнерские отношения между странами все-таки укреплялись и налаживались. В конечном счете, такое совместное исследование космоса принесло только пользу всем странам. Но, несмотря на партнерские отношения на МКС, любопытно будет узнать о совершенно разных подходах к чрезвычайным ситуациям в Роскосмосе и в НАСА. Например, если возникает пожар на станции в одном из модулей, то в соответствии с американскими стандартами сначала нужно закрыть горящий модуль станции, а потом увести членов экипажа на безопасное расстояние, в безопасное место, и только потом решать, как тушить пожар. В то время как русский подход, это главной его задачей является первостепенной задачей потушить модуль изначально, потому что модуль может быть единственным выходом к спускаемому аппарату «Союз», который впоследствии доставит астронавтов, космонавтов на Землю, то есть позволит им просто вернуться на Землю. И русский подход отличается тем, что нужно пожертвовать чем-то для того, чтобы достичь главной цели. Забавно, но астронавты западных стран тоже перед полетом по традиции смотрят легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Крис Хэтфилд также отмечает и традицию русских посидеть на дорожку. Он понимает, что это является способом отметить важность какого-либо события. Также есть еще одна традиция, на первый взгляд очень забавная. Эта традиция была заведена самим Юрием Гагариным. Перед стартом, когда автобус везет экипаж к площадке запуска ракеты, автобус останавливается за несколько сот метров до этой площадки. Гагарин выходил из автобуса и мочился на правое заднее колесо автобуса. Так делают и последующие экипажи перед стартом, но, как бы смешно это ни звучало, в этом есть здравый смысл, потому что в этом упражнении есть определенная цель. Цель такая, что полет на орбиту весьма длительный полет, и космонавт просто привязан к своему креслу, без возможности его покидать до стыковки самой Международной космической станции. Именно поэтому, как бы смешно ни звучало, космонавты летят на орбиту в подгузниках. Более того, если вы думаете, что оторвавшись от Земли космонавты летят и ничего не делают, вы ошибаетесь. Существуют определенные полетные правила, представляющие собой запас знаний, навыков, большого количества инструкций, которые следует выполнять в течение полета. И вовремя, в определенное время, реагировать на чрезвычайные и нештатные ситуации с оборудованием. Полетные правила достаточно жестко предписывают реагировать на проблемы тем или иным способом. А если какой-то датчик напряжения на элементы двигателей показывает предельные перегрузки во время полета, то правила требуют, чтобы топливный элемент был отключен. И более того, следующая цепочка правил говорит о том, что если работает только два топливных элемента, то полет должен быть прекращен, а экипаж обязан вернуться на Землю. То есть экипаж мог готовиться просто годами к этому полету, но все завершается на третьи сутки полета, так и не начавшись. Экипаж во время полета просто обязан также анализировать сотни различных ситуаций и предсказывать потенциально возникающие проблемы. Ну, например, если выключить двигатели Союза по причине их поломки и уводить корабль с орбиты, то после этого их уже нельзя будет запустить. Из проблемы выхода из строя двигателей космонавт может сделать еще куда более крупную проблему. Вообще космонавты просто вынуждены критически мыслить и быть своего рода пессимистами, чтобы избежать критических ситуаций.
Сама ракета, шаттл рассматривается не как чудо-машина, как обычные люди в Земле на нее смотрят, которые доставляют людей на орбиту, а как крайне опасное средство передвижения, в которое закачаны просто тонны потенциально взрывных горючих смесей, тонны топлива. Во время взлета шаттла, который движется со скоростью 13 тысяч километров в час, что возможно, конечно, благодаря огромным турбонасосам, и эти турбонасосы способны осушить бассейн просто за 30 секунд. Риск чрезвычайных ситуаций просто возрастает в геометрической прогрессии, и если во время них плавно не отключить двигатели, то они могут просто взорваться. Во время взлета космонавты не просто сидят в кресле, летят, они отслеживают сотни данных, определенные датчики. Весь полет расписан буквально на стадии поминутно. И после каждого завершения, каждого этапа, руки космонавта буквально находятся на кнопках, рычагах. И по инструкции, например, если событие X не наступает в течение Y секунд, то космонавт по инструкции должен активировать отделение отсека или какие-либо другие процедуры. То есть космонавты во время полета постоянно задействованы, постоянно находятся в напряжении. Космонавты обладают просто колоссальным запасом знаний. Критическое мышление и анализ потенциально опасных ситуаций позволяет наделить космонавтов навыками психологов, потому что в кратчайшие сроки они решают самые различные нештатные ситуации, аварийные ситуации, находясь как на МКС, так и во время полета. Космонавты решают в космосе различные научные задачи, ставя при этом бесчисленное множество экспериментов. Космонавт может быть и геологом, космонавт может быть биологом, он также может быть врачом, психологом, освоить любую профессию, применить любые знания, но психолог никогда не сможет стать космонавтом. Ну, конечно, если он не космический турист. Космос опасен. Это пространство непредсказуемых событий. Даже несмотря на то, что к каждому полету экипажи готовятся годами, разбираются всевозможные аварийные и нештатные ситуации, то предсказать, как пройдет очередной полет, просто невероятно сложно и невозможно. Например, в одном из двух выходов в открытый космос Крис Хэтфилд, проведя вне МКС уже около 5 часов, понял, что внутри шлема в скафандре летают капли воды. Питьевой мешок внутри скафандра протекал. И спустя мгновение Крис ощутил жгучую боль в левом глазу. Он потянулся рукой почесать глаз, но скафандр не позволил ему это сделать. Крис пытался часто моргать, чтобы удалить из глаза то, что туда попало. Но ничего не выходило, он не мог держать глаз открытым дольше секунды. Ничего не видел, и впоследствии наступила частичная слепота. Крис продолжал выполнять запланированные работы на обшивке станции, в то время как один глаз уже практически ничего не видел. Он болел и стал мокрым от слез. Но даже часто моргая, слезы не скатывались вниз по лицу, как это бывает на Земле. Потому что в космосе, в условиях отсутствия гравитации, слезы просто обволакивают глазное яблоко и никуда не деваются.
Продолжая выделять слезы, глаза накапливали жидкость. Размер шарика становился все больше и больше. Постепенно раздражитель глаз перекинулся и на правый глаз Хэтфилда. И правый глаз тоже стал слезоточить. И в течение нескольких минут Хэтфилд просто отслеп, находясь в открытом космосе с дрелью в руках. Единственное, что удалось Хэтфилду успеть сделать, это передать по рации свою ситуацию. И Центр управления полетами в Хьюстоне стал искать причины раздражения глаз. Одной из причин раздражения специалисты назвали гидроксид лития. Это вещество, это основание щелочного металла, применяется в скафандре в целях очистки скафандра для удаления углекислого газа из скафандра. В Центре управления полетами предположили, что произошла утечка гидроксида лития внутри скафандра, а это уже чревато как поражением легких, так и летальным исходом. Каким образом Крис Хэтфилд выбрался из этой ситуации, я рекомендую вам узнать, непосредственно прочитав саму книгу. Космос не прощает ошибок, и любая деталь, любая мелочь может серьезнейшим образом повлиять на жизнь космонавтов. К слову, книга написана Хэтфилдом в 2015 году, но забавен тот факт, что в ней Крис Хэтфилд упоминает китайский город Ухуань, тот самый город, в котором в 2019 году впервые была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Многие эксперты скептически относятся к возможности землян путешествовать дальше, чем околоземная орбита, и в один голос заявляют, что это невозможно или практически невозможно. Тогда зачем вообще летать в космос, зададутся вопросом люди. А затем, что тысячи исследований на МКС приводят к развитию не только сельского хозяйства, не только появлению Google карт, развитию робототехники, но и благодаря принципам создания, например, топливных насосов для шаттла, ученые изобрели искусственное сердце. А робототехника используется на атомных станциях и в местах, где человеку находиться просто крайне опасно. Этот список можно перечислять очень долго. Исследование космоса, опыты в условиях невесомости крайне необходимы для развития человечества. Обратной стороной медали для космонавтов являются риски, которые связаны со здоровьем человека, находящегося в космосе. Если на Земле человека от радиации защищает атмосфера и магнитное поле, то на МКС дозы, полученные космонавтами, значительно больше. И пока только идут исследования, влияют ли эти дозы на появление раковых опухолей, катаракты и других заболеваний или нет. Также после длительного пребывания в космосе у человека наблюдается ослабление иммунной системы, сердце сжимается в отсутствие гравитации, серьезно садится зрение. Причины этого до сих пор не установлены. Теряется костная масса, организм теряет кальций. В условиях невесомости позвоночник космонавта удлиняется, и человек прибавляет в росте на 4-5 сантиметров. Космонавты испытывают просто колоссальные перегрузки. Например, когда Крис Хэтфилд спускался на Землю на шаттле в своем первом полете, число Маха достигало 12. Чтобы вы понимали, это 340 метров в секунду или 14 тысяч километров в час. С
Совершенно по-другому Крис Хэтфилд описывает возвращение на Землю на спускаемом аппарате «Союз». Когда аппарат покидает орбиту и начинает падение, Крис называет это 54 сумасшедшие минуты падения на Землю, во время которого кажется, что попал в автомобильную аварию, которая сопровождалась 15 взрывами. Посадку «Союза» космонавты называют полным безумием. У каждого экипажа есть своя история, связанная с посадкой «Союза». Во время схождения с орбиты и падения на Землю к «Союзу» всегда пристыкованы два модуля. Это жилой модуль и модуль хранения ненужных вещей после МКС. К определенному моменту времени оба модуля с помощью срабатывания шпира-болтов отделяются и сгорают в атмосфере. Но одному из экипажей не повезло. Шпира-болты на одном из отсеков не сработали. И «Союз» стал падать вместе с модулем, что существенным образом нарушило баланс. Сила трения возрастала, и в конце концов неотделенный модуль загорелся. «Союз» с прикрепленным огненным шаром потерял управление. С каждым километром «Союз» нагревался все сильнее и сильнее. Потеряв баланс, «Союз» кувыркался по непредсказуемым траекториям. Космонавтам внутри «Союза» было очень жарко, их просто болтало и кидало из стороны в сторону. Со временем болты не выдержали, и модуль все-таки отделился и сгорел в атмосфере. В это время «Союз» раскалился снаружи до невиданных температур. Внутри разгерметизировались кислородные панели, и конденсат уже капал на космонавтов. Экипаж был просто в секундах от гибели. Но все-таки спускаемый аппарат «Союз» достаточно надежен, и при приближении к Земле сработал парашют, и аппарат жестко, но приземлился на Землю. В аппарате «Союз» применяется гамма-лучевой высотомер, который за 2 секунды до удара о Землю приводит в действие двигатель мягкой посадки, а по сути это пороховые заряды. Эти заряды помогают гасить скорость падения до 1,5 метра в секунду. Измотанный и истощенный экипаж нашел силы все-таки открыть люк «Союза», но приземлившись в степях Казахстана, горящий «Союз» поджег сухую траву. Вокруг «Союза» начал полыхать пожар. Обессиленному экипажу пришлось закрыться внутри раскаленного «Союза и ждать, пока огонь отойдет. Спустя некоторое время командир корабля попробовал еще раз открыть люк, и на этот раз огонь отошел далеко, что позволило экипажу покинуть «Союз» и выбраться на Землю. Но у одного из членов экипажа была достаточно серьезная травма спины. Спустя незначительное время перед «Союзом» оказались пришедшие местные жители, которые, перекинувшись парой слов с космонавтами, начали просто воровать из аппарата все, что подвернется под руку, воспользовавшись истощенными космонавтами. История с этим экипажем закончилась благополучно. Вскоре прилетел спасательный вертолет. Вернувшись на Землю, работа космонавтов на этом не заканчивается. Наступают многомесячные разборы полетов, консультации, изучаются проблемы, возникшие в полете, и прочий анализ. Но более важная часть – это последующая реабилитация после полета. Потому что на каждый день, проведенный в космосе, приходится 1 день реабилитации. А это значит, что человек должен вновь привыкать к гравитации, к изменению давления, изменению органов дыхания. Последствия пребывания человека на МКС
можно перечислить буквально сотнями признаков, среди которых слабость, истощение, головокружение, боли в ногах, потери сознания, нарушение вестибулярного аппарата, тошнота, потеря кальция и минералов организмом, потеря мышечной массы, затвердевание кровеносных сосудов и так далее. На восстановление под присмотром врачей у космонавта уходят просто месяцы, а то и годы. Находясь на орбите, Крис Хэтфилд записал сотни видеороликов с Международной космической станции и разместил их на YouTube. Огромной популярностью пользуются видео, где Хэтфилд поет песню, играя на гитаре. Это видео набрало 47 миллионов просмотров. Ссылку я оставлю в описании к видео. В книге Хэтфилду удалось настолько сильно передать свои эмоции пребывания в космосе, что саму книгу я дочитывал уже под песню Space Oddity, которую исполнил Крис Хэтфилд, находясь на орбите. Ground control to Major Tom. 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 Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10, Ground control to Major Tom. 7, 6, Commencing countdown, engines on.